такая подковка. Хорошая, кстати. Бодренькая. Такую можно и взять. Кому-нибудь может пригодиться на удачу. А тут не одна была в ямке. Целых 3. Ну, плюс 4-я, первая. Вот такой вот бубенчик был. Ушко сломано. Второй части нет. Вот такая крышка медного портсигара. Возможно, и послевоенный. Пока непонятно. Надо вот почистить все, посмотреть. Ну, так, на первый взгляд, ничего не видно. Жаль, что не целый. Такая крышечка. И вот долгожданный сигнал. Ну, какая монетина. Павел I. 2 копейки, что ли. 1797 год вроде бы. Да, Павел I. Такс. 2 копейки, 1797 год. Монетный двор АМ вроде. Плохенько вот эта сторона сохранилась, это, конечно, получше. Корона, Павел I. Посреди вырубки поляна небольшая, там вот камни видно. И вот первая монета. Эстония. 2 цента эстонских. 2 цента. Эстонская республика. 1934 год. Так, еще одна монетка. Цинковая, немецкая. 10 рейхсфенингов. 3-я монетка. Так, в основном железо, гильзы. Вот это вроде Николай II, да. Сейчас я ее почищу, посмотрим поближе. Так, 1/2 копейки. 1912 год. Николай II. Вот такая вот интересная деталюшка, позолоченная изнутри. Вот еще позолоченная какая-то, узорчатая. Сейчас почищу. Вон позолота местами осталась. Не могу понять от чего, но вещь красивая. В позолоте. Вот и монетка, вроде как советики. 15 копеек, 40-й год. 15 копеек, 40-й год, рамочник. СССР. Вот такая вот была интересная пуговица. Очень похожа на пуговицу, скорее всего, она и есть. Так, еще одна монетка. Но это у нас 20 центов. Эстония. Эстонская республика, тоже, наверное, 30-е годы. Да, 33-й год.
Все-таки не 33-й год, а 35-й. 1935 год. Вот часть от динамика, скорее всего, какая-то, может, рация была или трубка телефонная. КЗ МБ. Советская зеленая краска. Вот такая вот смятая, судя по всему, немецкая манерочка от фляжки. Алюминиевая. Верховая совсем. Ну, какой краник. От бочки, что ли. Латунный, наверное.